Это канал творчества для всей семьи. Декор шкатулки с символом года. Вот эту коробку превращу в подарок к Новому году. Символом 2024 года будет дракон. С него и начну. Силуэт вырезала из тонкого картона. У меня тонкая проволока в оплетке. Беру тонкую натуральную кожу, подойдет кожзам или любая ткань, у которой не сыпется край. Приклеиваю на резиновый клей, подойдет клей Момент Кристалл. Хорошо прижимаю кожу. К этим крыльям я покажу два очень простых варианта, из чего можно сделать тело дракона. Край обжигаю паяльником. Из картона и фольги делаю основу для дракона. Обрезаю картонные рожки. Наношу клей ПВА. Оклеиваю кусочком марли. Для создания фактурной поверхности подойдет некрупный бижутерный лом и все, что найдется под рукой и имеет рельефную поверхность: веревка, кружева, мелкие бусины. В дело пошла сломанная застежка-молния. Подклеиваю ее на изнаночную сторону. Проделываю дырочки в фольге. Делаю рожки из проволоки. Окрашиваю черной акриловой краской. После полного высыхания окрашиваю только рельефы акриловым металликом изумрудного цвета. Крылья слегка тонирую тем же металликом.
покрываю универсальным лаком из баллончика. Металлизированный воск можно заменить акриловым металликом золотого или бронзового цвета. Второй вариант еще проще. Делаем барельеф из массы для лепки. Просто по контуру вырезаем силуэт. При помощи зубочистки создаем рельеф. Край шлифуем пилочкой для ногтей. Тонировка точно такая же, как у первой заготовки. Черный, изумрудный металлик, металлизированный воск. Основная деталь декора готова, и теперь я знаю, как должна выглядеть шкатулка. Спонжик поможет убрать следы от кисти. Самоклейку наклеиваю на крышку шкатулки. В терракотовый цвет окрашиваю всю шкатулку. Не дожидаясь полного высыхания, снимаю самоклейку, но она еще нам пригодится. Покрываю всю поверхность шкатулки акриловым лаком. Наклейка возвращается на место. В коричневую краску добавила немного черную и сильно развела водой. Окрашиваю заготовку по частям. И я взяла кухонную слегка влажную салфетку. Скрутила валиком и начинаю прокатывать, слегка касаясь поверхности. Получилась вот такая интересная текстура, похожая на камень или кожу. Прокатывать лучше в разных направлениях. Напишите, что вам это напоминает. Это оконная сетка от москитов. Прекрасное решение внутренней части шкатулки. Делаю декупаж методом файла. Салфетку укладываю лицом вниз, смачиваю водой и расправляю. Сливаю воду и приклеиваю на сетку. Посмотрите, как можно изменить фон любой салфетки, если он вас не устраивает. Подходящую по тону краску сильно разводим водой. Краска высохла, а принт остался виден. Нарезанные по размеру шкатулки заготовки покрываем акриловым лаком.
Приклеиваю на клей ПВА. Такой декупаж на сетке похож на гобелен. На канале есть еще идеи применения этой техники. Ссылка в описании. Возвращаю на место замок. Крылья приклеиваю на столярный клей. А вот дракона пока не приклеила. Не могу решить, какого. Помогите решить, какому из драконов отдать предпочтение. Большое спасибо за ваши лайки, отзывы и подписку на канал. Увидимся!